Новая жизнь старых вещей. Региональное добровольческое сообщество, организованное в городе Костерево, открыло вещевой фонд. Теперь люди со всего района могут привозить ненужную одежду, книги, игрушки, предметы быта, которые впоследствии раздают всем, кто в них нуждается. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Мы выиграли в конкурсе, назывался он специальный конкурс по преодолению различных проблем в связи с вызванной эпидемией коронавирусной инфекции. И у нас возникла идея создать вещевой фонд в Петушинском районе. Значит, выделенные средства пошли на обустройство, как видите, помещения, были закуплены стеллажи, примерочная, столы, стулья. Мы даже оборудовали детский уголок для того, чтобы люди, которые приходили к нам с детьми, им было комфортно выбрать для себя подходящую одежду. Передача вещей происходит в соответствии с санитарными нормами. В вещевом фонде есть своя стиральная машина и отпариватель, а еще все, что приносят жители района, проходит тщательную дезинфекцию. Затем вещи сортируют и развешивают по размерам, как в настоящем магазине. Только здесь все бесплатно. Волонтеры работают и на выездах. Недавно они посетили сельские поселения. Привезли жителям одежду и собрали то, что неравнодушные граждане передали в вещевой фонд. Добровольческое сообщество поддерживает местная администрация. Совместно они устраивают мероприятия и акции для жителей города Костерево. А для вещевого фонда городская администрация выделила помещение на безвозмездной основе. За эти 2 года они провели очень много мероприятий по линии экологии, по линии воспитательной работы с подрастающим поколением, оказывали практическую помощь и учреждениям образования, нашему Крестовоздвиженскому храму. И вот буквально в начале этого года у них возникла идея создания такого вещевого фонда. Естественно, встал вопрос о том, чем мы можем помочь, потому что мы, муниципалитеты, часто обращаемся за помощью, но взамен от нас тоже ребята должны что-то получить. И тогда в ходе диалога мы приняли решение о выделении на безвозмездной основе им помещения. Здесь, в этом доме быта, в бывшем доме быта, это помещение у нас такое равноудаленное от всех микрорайонов города. И это будет способствовать тому, что все-таки у ребят будет такой некий центр, можно сказать, штаб-квартира, в котором бы они собирались, обсуждали свои текущие перспективные планы. Региональное добровольческое сообщество работает сразу в 3 направлениях. Каждый человек в дружной команде волонтеров отвечает за свою сферу деятельности. Придумывает проекты, ищет конкурсы с грантами на реализацию, формирует идеи и претворяет их в жизнь. У нас есть Михаил Захаренко, который возглавляет театр со зрителем. Он выигран у нас тоже из фонда Владимира Потанина. Грант получили. И сейчас тоже также реализовываем по Петушинскому району. Это театральное, то есть культурное направление. Другой проект у нас спортивная отрасль. Сейчас написали, буквально вчера, до 12 ночи, успели мы написать заявку на фонд президентских грантов. «Спорт в городке» называется. Мы планируем у нас в городке открыть спортивные кружки. И, собственно, потом в дальнейшем проводить турниры, вовлекать людей в спортивную деятельность. Собственно, пока на сегодняшний момент у нас по 3 направлениям, то есть, скажем так, есть несколько проектов. Благоустройство территорий, субботники, работа в вечерней школе, спортивные мероприятия, добровольческие акции и еще десятки активностей уже почти 3 года проводят костеревские добровольцы. На вопрос о том, зачем им это нужно, волонтеры отвечают: для себя жить скучно, намного интереснее помогать другим людям. Александр Милованов, Владислав Лещук, телевидение Петушинского района.